Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня 4 апреля, понедельник, и на моем канале новый лайфвлог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Ну, у нас еще снег, так как пару дней был снегопад, но довольно так жизнерадостно. Голубое небо. Все такое. Я сейчас буду убираться. Я уже помыла плиту. Правда, у меня будет много готовки, поэтому плиту я вот просто помыла антижиром, хотя у меня там не было каких-то супер загрязнений, но все равно, потому что потом еще вечером помою, когда все приготовлю. И заодно вот эти вот помою. Кстати, уже пора мыть чайник, потому что чайник у меня всегда стоит на плите, я им пользуюсь. И несмотря на то, что у меня здесь как бы ничего жирного нет, все равно вот, не знаю, пачкается он, короче. А убирать, когда я готовлю, мне не нравится. Это вот я покупала для собаки куриные шеи троекурово. Я разделила на две части. Вот это я сейчас заморожу в контейнере. А здесь вот у меня уже вместе с морковкой, с луком и со специями, ну там с базиликом. Сейчас я налью воды и буду варить бульон. Ну, дело в том, что в плане мяса у него там фарш есть в достаточном количестве, поэтому это я покупаю чисто просто бульончик ему сделать. Он обычно 3-4 дня я ему даю еду с бульоном, потому что это все-таки метис-овчарки, и у них так организм устроен, что именно этим собакам нужен бульон обязательно. Но дело в том, что в этом случае он мало пьет чистой воды, поэтому потом я делаю 1-2 дня перерыв, чтобы он после, допустим, того, как поел кашу с мясом, обязательно пил чистую воду. Ну, как бы только так с ним можно договориться. Вот. Поэтому на бульон много мяса, чего-нибудь такого не требуется. Вот, это чисто овощной, ну и вот там будет немножко вот этого, потому что отдельно я кладу ему мясо в нормальном количестве. Вот, это у меня здесь очистки. Сейчас я уберу отсюда и буду снова все здесь протирать. Буду снимать продуктовые пустые баночки. Нужно запустить стирку. Сейчас я еще попью кофе. Села пить кофе. И заодно покажу вам подарок. Аня, огромное спасибо за такой подарочек. Ну, я продолжаю получать подарки на день рождения, хотя он у меня был 15 марта. Вот, ну и так как я рыбка, то пакет был вот такой вот красивый, с рыбками. Вообще пакет шикарный, он фактурный, вот рыбки выпуклые, тут блестки. Вообще классный. Ну и давайте покажу. Здесь был один канцелярский подарок, и я его покажу в хобби-влоге. Я не знаю, как бы, что раньше выйдет, лайф-влог или хобби-влог, потому что хобби-влоги у меня сняты наперед. Ну, в запас, короче. Вот. А здесь уже такое косметическое, сейчас я вам все это буду показывать. Во-первых, вот такой гель для душа был подарен Натуралиум с кокосом. Очень приятно пахнет, объем 500 мл. Вообще потрясающий аромат кокоса. Я люблю такой аромат. Ну и, в общем, пока поставлю в запасы, но зато, когда у меня тут гели позаканчиваются, которые стоят в использовании, я смогу поставить Оксанин подарок, там кокос от Palmolive она мне дарила. Так что вот, а этот пока в запасике постоит. Вот. Потому что с кокосом, по-моему, у меня не так много. У меня есть еще от Faberlic. Ну вот, наверное, сначала... Я даже не знаю, что будет вперед. Наверное, скорее всего, сначала Palmolive, потому что его еще можно купить. Я не знаю, Faberlic есть до сих пор ванильное лакомство или нет. Серия, потому что заказываю редко. Вот, в общем, сделаю потом перерыв, потом использую Faberlic, потом вот это. Дальше. Следующее, что было в подарке, это была шапочка для душа.
с ромашками. Собственно, Аня мне поэтому и подарила, потому что я обожаю все с ромашками. И неважно, мультяшные ромашки, реалистичные. Вон у меня, вы знаете, букетик там стоит, искусственные цветы. Я люблю искусственные цветы. Да, за ними тоже требуется уход, нужно протирать от пыли, но тем не менее, по крайней мере, не поливать. Это уже радостно. В общем, пока эту шапочку не открывала, но в ближайшее время обязательно открою. Вот. И я, правда, не знаю, буду я использовать в душе или буду использовать на кухне, когда что-то готовлю. Посмотрю. Вот. И также была вот такая вот маска панда для глаз. Аня сказала, что очень хорошо вроде бы отеки убирает, все такое. Тут 18 грамм. Здесь есть на русском гидрогелевая маска для области вокруг глаз. И тут написано, что пусть круги под глазами останутся только у панд. Мягкая тканевая маска. О, как-то так. С изображением милой панды, увлажняет, разглаживает мелкие морщинки, делает темные круги менее заметными. В общем, как-нибудь по случаю обязательно воспользуюсь данной маской. Спасибо большое. В прошлом влоге я забыла показать, что я купила еще и цикорий. Я вот, кстати, не помню, по-моему, я даже его не отсканировала. Да. В общем, цикорий приобрела с экстрактом облепихи, растворимый. Я просто в последнее время действительно вспомнила, что-то давно я не покупала этот напиток, а мне нравится. Ну, я брала разного производства, и как бы и в Фикс Прайс брала, и в Пятерочке, и в Ашане когда-то брала. Вот, а здесь он как раз стоял на акции, стоил 50, кажется, 3 рубля. Там вообще было 3 варианта. Цикорий с медом, с облепихой и сливочный какой-то. Вот. Ну, с медом, честно скажу, я не хочу, потому что мед я покупаю хороший, все, но я в основном использую его на выпечку, ну и очень редко, иногда чайную ложечку могу съесть с чаем, ну, бывает, хочется. Но именно вот как бы в качестве отдушки, там еще что-то, в качестве добавок, мне это не нравится. У меня, конечно, рука потянулась к сливочному, со сливочной добавкой, но я почитала, там был жуткий состав, пальмовое масло и все дела. Я не скажу, что я избегаю пальмовое масло, я понимаю, что это вредно, но в целом могу что-то такое купить. Но дело в том, что цикорий – это вещь полезная, и уж тут точно, знаете, нет смысла платить за какой-то адский состав, тем более, что в цикории в чистом виде можно купить гораздо дешевле, а тут покупать за адский состав, переплачивать, ну, это бред, короче. Почитала вот насчет облепихи. Здесь все в порядке, здесь только экстракт цикория, ну, как бы цикорий, экстракт облепихи, все. Ну, по вкусу там, естественно, ни по запаху никакой облепихи нет, как бы, а сам по себе цикорий нормальный, буду пить с удовольствием. Когда закончится цикорий, я, наверное, знаете что, если захочу повторить, то возьму на пробу от марки «Каждый день», потому что я специально, когда взяла этот цикорий, я пошла, сравнила состав. Ну, там просто цикорий и состав, что там цикорий. Вот, ничего другого, ничего вредного, ничего полезного, именно, ну, дополнительно полезного, чисто цикорий. И стоил он 41 рубль. Поэтому в следующий раз, скорее всего, я возьму цикорий от марки «Каждый день». Вот, но этот тоже хороший, у меня нет нареканий. Вот здесь 75 грамм, сколько от марки «Каждый день», я не знаю, я не смотрела. Возможно, больше. Ну и по качеству ашановский, я не знаю, какой он за 41 рубль. Хороший, плохой, как бы, без понятия. Надо все будет пробовать.
Ну, в общем, такая была покупка. Сейчас у меня перекус гречка с кефиром. Здесь 114 калорий. Бульон для собаки получается классный. Он невероятно ароматный. Уверена, что собаке оно понравится. Так, отойду подальше, а то прям пар идет. Вот, так что, ну, базилик, морковка, лук, это все дает аромат, ну и так далее. Протерла зеркало фаберликовским вот этим средством для чистки стекол и зеркал. И входную дверь тоже протираю этим средством, потому что глянцевая дверь вот с этой стороны, соответственно, вот тоже требуется. Сейчас я еще протру, ну, уже средством попроще, вот здесь пуфик, тоже вот ножки, все такое. Я сейчас собираюсь в магазин и решила нанести вот этот тональник Affinitone от Maybelline. Раньше он мне очень подходил, и я долго им пользовалась. А сейчас он мне перестал подходить, потому что, ну, я уже объясняла, что либо он у меня просто лежит долго, и вот эти все увлажняющие свойства как-то улетучились, либо еще что-то, вот. А вообще крем имеет пудровый финиш. Он, собственно говоря, такой, как это сказать, ну, блеска никакого нет и так далее. Я не знаю, заявлен он как матирующий или нет. Вот. Ну, мне, правда, матирование никогда и не было нужно, но сейчас, наоборот, нужно даже еще и чтобы немножко был какой-то блеск. Ну, короче, мне сейчас он не подходит, потому что он подчеркивает какие-то там несовершенства, бывает, к сожалению. Просто, может быть, кожа с возрастом изменилась, вот и все. Но я, кажется, нашла ему применение, как его доиспользовать. Это как база под тени. Вот как раз-таки консистенция и все остальное, мне кажется, будет идеально для базы под тени. Так что абсолютно точно доиспользую. Вот, получила свой заказ. Это коробки. Было в пакете все упаковано. Выглядит, конечно, так, как будто это что-то очень огромное. Сейчас надо будет вот это вот отрезать. И сейчас буду пытаться собрать. Ну, я проверила, там как бы 10 штук, все как должно быть. Цена 300 с чем-то рублей. Вот, ну, меня это устроило, в общем-то, потому что, ну, во-первых, не пришлось ехать самой. Ну, а ценник, я считаю, выгодный. Там, ну, грубо говоря, 38 рублей за коробку. Это нормально. Нет, может быть, где-то можно было найти дешевле, но тогда бы пришлось самой ехать. Ну, короче, то на то и выйдет. Кстати, сразу прихватила несколько штук. Ладно, сейчас соберу, потом вам покажу. Вот такая коробка получилась. Собственно, вообще отлично. Собирается быстро. Я очень-очень довольна. Уже вечер. Я варю ушастику макарошки. Вон, уже надрязгала. Недолго. Моя плита была чистая. Не, ну, к слову сказать, весь день. Погода на улице. Это уже у нас 5 апреля, 12 часов дня. Ну и небо такое. Я сейчас включила кофеварку, сварила кашу. Буду завтракать. Ну, тут все как обычно, стандартно. Сейчас я соберу все сухое белье по стопочкам, потом надо будет это разложить там в комод, в шкаф, ну, в общем, как положено. И запущу еще стирку. Я сейчас сделала вот эту омолаживающую маску для лица от баньки Агафьи. Она реально очень классная.
Ну, а пока на лице маска, я буду пылесосить. Вон, видите, шерсть. Пес уже линяет, слава богу, гораздо меньше, но все равно пока еще есть эти моменты. Я уже пропылесосила, помыла полы и даже, о чудо, цветы полила. Ненавижу их просто, вот. Ну, как бы от мамы осталось, что делать? Как бы не выкидывать же их на улицу. Я, конечно, хотела их кому-нибудь отдать, но, в общем, ладно. Короче, есть они и есть. Вот. Ну, кто смотрит канал постоянно, знает мое отношение к ним. А в этот раз вот орхидея не зацвела, правда, скоро она зацветет. Вот здесь вот что-то поломано, но вот здесь вот будет цветок. Ну, я заметила, там давно воды не было, короче. Да, надо шарики новые сделать для настроения. Вот. По идее, нужно ободрать сухую, вот эти все сухие листья, мне лень. Вот с этими цветками двумя у меня вообще не задалось. Ну, я так понимаю ситуацию, что им не место на подоконнике. Их нужно, во-первых, часто поливать, возможно, даже такой горшок им не подходит. И как бы их нужно, наверное, поставить в комнату, где будет светло, но при этом далеко от окна. В теории у меня такое место есть, но я этим не буду заниматься, потому что я считаю, что в моем доме цветам в квартире не место. Еще на балконе вот здесь тоже не место, но ладно. Они есть, пусть хоть где-нибудь, ладно. Это лучше, чем на помойке. А вот. Но, не знаю. К тому же пересаживать я тоже не буду этим заниматься, потому что в перчатках мне это делать неудобно, а без перчаток это значит потом еще ванночку делать для рук, потому что будет под ногтями грязь, а я это не переношу. Но дело в том, что я и ненавижу ванночки для рук делать. В общем. Так что пусть вот как есть, так и есть. Лиана, она периодически вот в таком состоянии, но сейчас к вечеру она уже воспрянет. Вот. Ну, может быть, потом, ну, в общем, на днях я буду убираться здесь, наводить порядок. И, соответственно, обдеру эту листву, прям пылесосом пройдусь и все. Сама этим заниматься не собираюсь руками. Вот эти вот цветы с подоконника сняла, потому что я их периодически туда-сюда ставлю, так как свет им все же нужен. Но там очень жарко на окне от батареи. В общем, сейчас их полила, земля была полностью сухая. Там какие-то сухую листву пообдирала. Ну, в общем, воспрянет. Надо вот это сейчас тоже, ой, тут протереть все. Вот, собственно говоря, это на балкон поставить. Ну, в общем-то, да, я как бы незаботливый человек. Если еще от зверюшек там какая-то радость есть, но опять, если на одну чашу весов поставить радость от зверюшек, а на вторую траты, прогулки, оказанное им внимание, кормежка и прочее, то я понимаю, что еще один раз после ушастика я на эту авантюру не пойду. А вот что касается цветов, то тут даже минимальной радости нет, потому что, как я сказала, в квартире им не место, а сюда, да даже если я захожу, я не смотрю на них. Вот если мне эта тема не интересна, то я их даже не замечаю. Я замечаю их только с раздражением, когда вот надо поливать. Вот, собственно, и все. Я не жестокая, просто я люблю жить вот там для себя, как-то вот так вот. Поэтому для какого-то человека еще жить, ну, может быть, да. Но, опять же, человек еще большую часть может сделать сам за себя. Ну, а там, не знаю, приготовить, убраться, постирать, это еще можно. Как бы я это даже люблю. Вот. А цветы, звери, они сами за собой ухаживать не могут. Поэтому такие нахлебники меня не радуют. Ну да, жестко, но правда. Кстати, пора бы разобраться уже в холодильнике. Сейчас буду кофе варить. У меня еще на окне цветы, здесь вот кактус, и опять же вот то, что я сейчас на стене показывала, цветок, и базилик. Но за базилик я прям трясусь, потому что это как бы мне надо. Кактус, ну, прикольно, по крайней мере, злой, колючий, нормально.
Там у меня была где-то лаванда, уже померла, вереск. Это я, правда, сама целенаправленно заводила, но с вереском даже очень заботливые не все справляются. Вот. Лаванда, ну, как бы забыла я ее полить, в общем. Ну, а это все живет. Я вот заметила такую действительно вещь, что вот зимой мне реально легко вставать, допустим, в 6 утра, там ложиться пораньше, еще что-то, а летом я немного по-другому. Ну, потому что рано мне не прикалывает ложиться из-за того, что темнеет поздно, а я люблю все-таки в темное время суток спать, ну, как бы засыпать, да, честно говоря, и бодрствовать люблю в темное время суток, для меня вообще во всех смыслах это ближе, темное время суток. Ну, вот как-то так. А днем у меня нет никакой особой энергии. Ну, заснуть я... Нет, заснуть я могу, конечно, но, короче, я стараюсь как бы и вот сейчас уже и летом засыпать попозже. И я поняла, что вставать мне тоже попозже больше нравится. Ну, в принципе, я могу себе это позволить. А на продуктивность у меня, кстати, вот, может быть, вот если бы я вставала в 6 утра сейчас, когда светло, все такое, может быть, я бы не была так продуктивна, а я встаю сейчас в 12. Но я буквально там за 2 часа успеваю сделать по дому столько дел, и помимо этого я еще успеваю и позавтракать, и там маску для лица сделать, и крем нанести, и кучу дел успела сделать, то есть там и стирку запустить, и еще что-то сделать, то есть я так понимаю, надо все-таки к себе прислушиваться больше. Тогда и будет комфортнее. Ладно, я это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Также у меня есть Яндекс.Дзен. Там выходят видео с опозданием, потому что это не основной мой канал, основной это YouTube. Но при этом там на новых видео открыты комментарии. То, что я выкладываю из архива, там все закрыто. Вот. Поэтому, в принципе, можете оставлять там комментарии, к тому же мне это поможет. Вот. Хотя уж не знаю, как там чего будет, посмотрим. Но явно Дзен уже абсолютно на 100% не будет никогда основным, а может быть его и там через месяц, через 2 не будет в принципе. Вот. Ладно, я желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи, всем пока-пока.